Всем привет! Сегодня мы отправляемся в Камбоджу. Здесь будем только один день, и после этого мы летим во Вьетнам. Всем приятного просмотра! До этого был видосик с Таиландом, Бангкок и Паттайя. Можете посмотреть. Поехали! Все, мы прилетели в Камбоджу, как всегда, это уже почти как традиция. Встречают дождь, очень дождливая погода. Надеюсь, завтра, когда мы отправимся на дневную экскурсию посмотреть город, такого дождя не будет. Завтра посмотрим. Поскольку мы в Камбодже находимся всего один день, мы взяли экскурсию прямо с утра до самого вечера. Отправляемся на экскурсию. На такой лодке вместе с экскурсоводом и другими людьми мы направились в пункт назначения. Вот здесь на берегу реки живет мусульманская комьюнити со своим языком, со своей религией. Река тут постоянно поднимается и уходит, и многие дома затапливает. Едем до какого-то озера, уже достаточно долго на лодке едем. Здесь скоро прибудем. Приехали в какое-то невероятно крутое, очень красивое место, где живут монахи. Огроменная территория с красивейшими видами. Здесь изображен Будда и монахини. Монахи сначала принесли еду Будды, после этого они сами могут пойти поесть, и всем остальным после них разрешено поесть тоже. То есть после них туристы тоже могут прийти и здесь покушать в храме у них. Эти люди здесь также живут вот в таких вот домиках. На улице была невероятно жара, но это не помешало нам насладиться видами и прогуляться по территории, пока мы ожидали, что нас покормят. Вот это внутри этого здания. Тут они едят и молятся. На стенах изображены вот эти вот картины. Также и на потолках. Все вот эти жилища они строят сами. Иногда им помогают семьи и люди, которые живут там. Пришли в другую красивую локацию с озерцом, где можно покормить рыбок. Смотрите, какое огромное количество. Здесь очень много различных всяких мест, связанных с Буддой, и на моем фоне это реликвия Будды. Вот там на горе наверху расположен зуб Будды, а здесь кость. Это вид изнутри. Поднимаемся наверх, где находится зуб, кажется, Будды. Это только первая ступень. Все, наконец дошли до реликвии Будды, где у него хранится зуб. И отсюда сверху простираются виды на всю эту красоту. Вот снизу, где оранжевые домики, мы буквально только что вниз выходили. С другой стороны этого реликта. Здесь внизу, спустившись чуть ниже, можно зайти и загадать желание, зажав палочки. Также можно задонатить монаху, чтобы тебе завязали вот такой браслет, пока он читает молитву. Как говорят, тоже можно загадать желание. Наверху людей не пускают, это только для королевской семьи. Но вот здесь чуть ниже уже можно спокойно гулять. Вот это те самые ступы, на которые мы поднимались сюда высоко. Вот это одна со слонами по кругу.
А вот здесь уже вторая. При спуске с миллиона ступенек мы видим вот такую картину. И, собственно, здесь они выращивают те самые лотосы, которые кладут в подношение. Райончик с уличной едой. Тут на протяжении такой длинной улицы можно пробовать и в целом заказать разную еду, сладости, какие-то морепродукты, какие-то непонятные новые вещества. Пока что мне ничего из этого не понравилось, но не знаю. Только сладости, наверное, самые нормальные рисовые. Самое странное, наверное, всего, что здесь есть, это вот такие вот соты, которые потом жарят с луком и с каким-то, я не знаю, острым перцем или с чем-то. Выглядит очень странно, я не стала рисковать пробовать это поверх, потому что это остро. Какие-то креветочные лепешки. Вот так вот готовится, жарится тут. Они вот так вот сидят и делают всякие изделия, которые потом продают. Вся эта деревня состоит из таких людей, которые делают такие металлические штуки. Из серебра получаются вот такие вот всякие статуэтки. Под вечер поднялся сильный ветер, и обратно мы добирались на автобусе. Все, один день в Камбодже закончился, и теперь мы на этом автобусе отправляемся во Вьетнам. Проблем на границе не должно быть, поскольку для России виза не нужна. Все, проехали границу на пограничке между Камбоджей и Вьетнамом. У нас забрали паспорта, чтобы все проставить. На автобусе это делается все довольно просто. Сейчас через полчаса поедем дальше. Все, спустя 7 часов мы наконец добрались до Вьетнама. Поездка прошла успешно, и сейчас нам нужно добраться до следующего города под названием Ван Тан. Поедем мы на такси. Все, наконец заехали, заселились, и теперь можно пойти прогуляться. С балкончика открываются вот такие вот виды. И с правой стороны даже можно смотреть на море. Приятный вид. Ночная прогулка по парку. Все местные гуляют ночью, когда не жарит солнце. Днем я увидела этих милых крабиков. Они по всему пляжу в большом количестве просто катают шарики из песка. Непонятно, что делают. Тут я немножко решила побеситься, почему бы и да. И еще какое-то странное существо на пляже. И после этого получился вот такой вот сладенький сок. Немножко какой-то местной еды. В кофейню у дороги был совершенно милейший пес, которого я, конечно же, потискала. Сегодня шли по пешеходному переходу, и в меня просто въехал байк. Я просто шла, а она просто въехала в меня, потому что им все равно пешеходные переходы, на знаки, на дорожное движение, вообще они ездят где хотят. И теперь я немного побитая. Вот такие вот ссадины остались. Потом покажу, какие синяки после этого получатся. И плюс ко всему я еще умудрилась очень сильно сгореть. Сейчас мы будем этого гигантика кушать. Ночью куча людей повыходили к набережной. Здесь морька, реально огромное количество людей. Днем такого количества людей вообще не увидишь никаким образом. Сейчас еще суббота, и все повыходили на вот эту вот набережную. Длинная набережная и огромное количество людей. Просто нереально. Днем буквально вообще никого не было. Местный суп с морепродуктами, в который ты кладешь сам, что хочешь.
Это замороженные кукурузные палочки. Забавно попробовать как опыт, но на постоянку есть такое нет. Не очень сладко, но весело. Местные развлекаются на пляже. Нашли очередной храм просто по пути до отеля. Я предполагаю, скорее всего, что это даже не совсем храм, а школа. Потому что были расположены вот такие вот книжечки для дневники. Другая сторона пляжа. Ну и спустя пару дней у меня на ноге, конечно же, образовался синяк. Смотрите. Приятного в этом, конечно, мало. У меня вообще все ноги в синяках. Постоянно где-то ударяюсь. Но здесь прям какая-то жесть. И до сих пор отек не спал. Также эта вся нога тоже побитая. Что называется, активный отдых. Мы пришли в музей мирового оружия. Нас встречает вот такой вот вход с скульптурами. Тут можно посмотреть, как вооружались люди из разных местностей. Тут у нас и монголы, и самураи, и всякие другие разные. С другой стороны, другая культура. Македонцы, спартанцы и разные королевства. Ну и, конечно же, не обошлось без викингов. Вьетнамская коллекция оружия. Здесь русские, артиллерийцы, гвардейцы. И еще большое количество персонажей здесь показано. Просто так быстро их всех не показать. Представлена большая коллекция оружия. Зашли в отдельный корпус здания. Там была такая гробовая тишина, что даже не хотелось вообще ничего разговаривать. Просто молча проходили, все смотрели. Просто куча военной техники, обмундирования и оружия. Храмов много не бывает, и приехали мы еще на один. Там была очень медитативная музыка, можно было посидеть, отдохнуть и помедитировать. Выше поднимаясь, вот такая вот смотровая площадка с гигантским Буддой. Практически в каждых подобных местах можно поставить зажженные палочки, помолиться или загадать желание. Поднимаясь выше, мы увидели вот таких вот местных обитателей. Мы сначала 20 минут поднимались в гору, чтобы посмотреть на вид, на город. И теперь примерно столько же обратно. Очень жарко. Ну все, поездка подошла к концу. Сейчас отправляемся в Бангкок, чтобы оттуда полететь в Москву. Спасибо, что смотрели этот ролик. Надеюсь, вам понравился. Пишите в комментарии и увидимся. До скорого. Конечно, немного вымотали вот эти перелеты и переезды, но зато мы получили много интересных впечатлений и эмоций. Последний день в Таиланде, и мы отправились в город обезьян. Самая большая территория, где они обитают, огражденная забором. Внутри есть здание, и там летучие мыши. Смотрите, сколько их, какие лапочки. И напоследок мы приехали в самый знаменитый буддийский храм Wat Mahathat, один из самых популярных буддийских храмов Таиланда. Он популярен именно благодаря оплетенной корнями каменной головы Будды.
Вот, собственно, вы ее видите. Само название храма обозначает храм великой реликвии. Каждый раз перед массажем тебе моют ноги. Мне это показалось непривычным и необычным, поэтому я записала это для вас. И отправляемся домой. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии. Интересно узнать, что вы думаете. До скорых встреч. Всех обняла.